И теперь внимание! Привет! Меня зовут Кристина, и вы на моем YouTube-канале. После публикации вот этого Reels в Instagram ко мне продолжают приходить вопросы в Директ. Сколько я ждала Birkin? Была ли у меня история покупок? Нужно ли покупать все подряд ради Birkin? И что на самом деле помогло мне получить эту сумку? И получила ли я ту Birkin, которую хотела? Поэтому сегодня я расскажу свою историю получения Birkin от виш-лист до того самого звонка из Hermes. И покажу, насколько мой опыт оказался далек от многих популярных мифов вокруг этой сумки. Следующей сумкой, которую я хотела получить в Hermes, стала Birkin. Я записалась на встречу в Hermes в Осло и оставила виш-лист на Birkin. Мы обсудили желаемую конфигурацию сумки, мои предпочтения и зарегистрировали виш-лист. А в конце встречи меня представили новому SA. На тот момент мне казалось, что история покупок у меня уже есть, и все необходимое для виш-лист уже сделано. Поэтому мне оставалось ждать того заветного звонка. Год спустя срок моего виш-лист закончился, а вопрос с Birkin оставался открытым. И оказалось, что не все так просто. Именно тогда я начала задавать себе вопрос, который часто обсуждают вокруг Birkin. Можно ли получить Birkin без истории покупок? Я слышала, что такие истории существуют. Но если говорить о моем собственном опыте, то после первого виш-лист я пришла к другому выводу. Лично мне сложно представить получение Birkin без истории с брендом. Несколько месяцев мне сообщили, что регистрация виш-лист снова открыта и предложили выбрать удобную дату для новой встречи. В назначенный день я прилетела в Осло на рандеву по Birkin, и на этой встрече мы оформили новый виш-лист. Лист ожидания – это запрос в Hermes на конкретную сумку, которую ты не можешь прийти в любой день и купить в бутике. Но даже виш-лист не является стопроцентной гарантией сумки. Мне особенно запомнилось, насколько персональной была эта встреча и сколько внимания уделялось каждой детали. Мы не просто обсуждали Birkin, мы обсуждали именно ту Birkin, которую я хотела видеть в своей коллекции. К этому моменту я уже хорошо понимала, какой именно Birkin я хочу. Моим первым приоритетом стала Birkin 30 в цвете Etude с Palladium Hardware. Я всегда считала Birkin 30 самым универсальным размером вне времени. Также мы указали еще несколько близких оттенков в той же нейтральной палитре. Birkin покупают на долгие годы, особенно если это первая сумка в вашей коллекции. Именно поэтому мне были всегда близки классические цвета Hermes. Черный, голд и Etude – это, пожалуй, самые востребованные и самые универсальные оттенки бренда. Их легко сочетать с гардеробом, они остаются актуальными годами и подходят практически под любой стиль. Если честно, какое-то время я тоже думала о Gold, но к тому моменту у меня уже были в коллекции вещи в этом оттенке, и я поняла, что мне все-таки больше хочется цвет Etude. Поэтому именно этот цвет стал главным приоритетом для меня в виш-лист. В тот момент я уже понимала, что если когда-нибудь произойдет звонок, что я хочу получить именно эту сумку. После регистрации виш-лист я продолжала интересоваться брендом и постепенно собирать свою коллекцию. Я уже хорошо понимала, что мне нравится и что действительно подходит моему стилю. Я следила за коллекциями, и со временем мои запросы становились более конкретными. Если меня интересовала конкретная вещь, я всегда могла обратиться к своей SA. Мне помогали проверить наличие, подобрать размер, уточнить возможность заказа, если товара не было в наличии в бутике. Для меня именно такой внимательный подход был всегда одной из самых сильных сторон Hermes. За это время у меня появились платки, ремни, обувь и сумки. Именно тогда я начала замечать, что обладатели Hermes говорят о важности разных категорий покупок. Именно здесь возникает вопрос, который я слышу чаще всего. Нужно ли все подряд покупать ради Birkin? Я считаю, нет. Я считаю, что покупать вещи ради одной сумки, которая тебе не нравится, неправильный подход. Но при этом я также не думаю, что зарегистрировавшись в виш-лист, нужно просто ждать звонка. Лично в моей истории интерес к бренду продолжался в течение того времени, пока я ждала свою Birkin. Я никогда не рассматривала покупку сумки у байера. Для меня всегда было принципиально важно не владеть Birkin, а получить ее именно у Hermes. Пройти этот путь самой, получить тот самый заветный звонок, приехать в бутик, открыть с консультантом сумку первой. Но проходили месяцы, а звонка все не было.
И чем больше проходило времени, тем чаще я задавала себе один и тот же вопрос: что на самом деле влияет на получение Биркин? В интернете можно найти десятки разных версий. Кто-то получает Биркин сразу, без каких-либо историй покупок. Кто-то тратит тысячи евро и ждет годами. Одни уверены, что все зависит от истории покупок. Другие считают, что главное отношение с SA. Кто-то верит в удачу. Чем больше я таких историй читала, тем сложнее было понять, что действительно играет роль в этом процессе. Но со временем меня начал уже волновать другой вопрос: сколько вообще нужно ждать? Я была уверена, что получу свою Биркин, но совершенно не понимала, когда это произойдет. Наверное, самое сложное для меня было отсутствие ориентиров. Я не понимала, на каком именно этапе ожидания я нахожусь. В этот момент я находилась в Париже. С подругой прекрасно проводили время вместе. И именно в этот момент зазвонил мой телефон. Мне звонила моя консультант из Осло, и я сразу поняла, о чем этот звонок. Во время разговора мы смеялись, шутили, но мне казалось, что происходящее совсем нереально. Это был идеальный момент для такой новости. И речь шла именно о той Биркин, которая была в первом приоритете в моем виш-лист. Сразу после разговора я купила билеты, и нам оставалось ждать буквально несколько дней до встречи. И вот, спустя все эти месяцы ожидания, я наконец увидела свою Биркин. Она оказалась даже лучше, чем я ее представляла. Наверное, самым неожиданным для меня стало, что в тот момент я почувствовала не столько восторг, сколько облегчение. Наконец, закончилась неопределенность. Больше не надо было задаваться вопросом, сколько еще ждать. Не нужно было думать, все ли идет правильно, не нужно было гадать и ждать, будет ли тот самый звонок. Все эти вопросы остались позади. Я просто смотрела на свою Биркин и наслаждалась моментом. За все это время Hermès для меня никогда не было только про Биркин. Мне нравилось общение с моим консультантом. Я научилась разбираться в материалах, кожах, цветах, оттенках и разных категориях Hermès. Когда мне пишут, я жду свою Биркин уже 3 года, и почему-то мне ее не предлагают, я бы не отвечала одним предложением. Потому что в этой истории нужно смотреть не только на сам факт ожидания. Важно понять всю картину. В каком магазине вы строите отношения с брендом? Есть ли у вас постоянный консультант? Насколько живой диалог с консультантом? Какие покупки уже были? Из каких категорий? Была ли уже регистрация виш-лист? Давно ли она была? Какая именно Биркин указана в вашем пожелании? И насколько вообще ваша история с Hermès выглядит как интерес к бренду, а не просто ожидание одной сумки? Именно поэтому мой опыт отличается от того, как часто эту историю описывают. Я не видела игр в Hermès. Я не видела необходимости унижаться. Я не видела, что Биркин выносят за красивые глазки в первый день визита в Hermès. Не видела, что все решает удача и все остальные мифы вокруг этого бренда. Зато я увидела совсем другое. И теперь внимание! Выбрать один магазин и не метаться между бутиками в разных городах и странах в поисках более быстрого результата. Выбрать консультанта, с которым действительно приятно строить общение и историю покупок. Поддерживать живой и уважительный диалог. Проявлять инициативу. Интересоваться брендом гораздо шире, чем одной Биркин. Покупать только те вещи, которые действительно нравятся. И не сводить все общение к одному вопросу: когда будет моя Биркин? Не сравнивать свою историю с чужой и не пытаться подгонять свои ожидания под чужие сроки. Именно из этих принципов сложилась моя проверенная формула. Надеюсь, что мне удалось ответить на все вопросы, которые возникают вокруг Биркин и процессе ее получения. Но если вам все еще что-то интересно узнать, оставляйте свои вопросы в комментариях. Мне будет приятно продолжить этот разговор вместе с вами. Спасибо, что посмотрели.